Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня у нас 18 августа 2026 года. И в этом видео у нас 3 вопроса. Можно сказать, каждый по миллиону. Первый вопрос на миллион. Кто же все-таки ликвидировал Дениса Вороненкова в центре Киева в марте 2017 года? Второй вопрос на миллион. Кто убил Шеремета? И третий вопрос, тоже на миллион. Кто убил Фарион? Итак, кто же убил, ликвидировал Дениса Вороненкова в марте 2017 года? Конечно же, Кремль. А как же иначе? Западная пресса также написала, украинские чиновники торжественно объявили, все кивнули, и можно было бы поставить точку. Но жизнь подкидывает мелкие и очень неудобные детальки. Знакомьтесь, друзья, Ярослав Левинец, позывной Бот. В прошлом году он возглавил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, награды лично из рук Зеленского, герой, доброволец 2014-го, родом из Желтых Вод. Красиво. Только вот до всей этой героической биографии товарищ Бот немного подзадержался. Он тренер боевого ГПК, активист Трезуба, участник правого сектора и батальона Донбасс. Еще при Януковиче он сидел по экономическим статьям. После Майдана его, разумеется, объявили политзаключенным. Домашний арест нарушил. Ушел воевать, классика жанра. А в 2017-м случилось то самое громкое убийство Вороненкова. Вороненков, бывший коммунист, бывший лояльный депутат Российской Госдумы, потом вдруг становится главным свидетелем против Кремля. Его застрелили в центре Киева. И тут же раздался дружный хор. Это ФСБ, это российские спецслужбы, это показательная казнь, это государственный терроризм. Порошенко, Луценко, Геращенко, Шкиряк, все как один. Западные СМИ подхватили с восторгом. Ничего не скажешь. Красивая история, удобная и хорошо продается. А теперь, друзья, сюрприз. Киллера застрелил охранник. А при нем, при киллере, нашли документы на имя Павла Паршова, знакомого нашего героя по Донбассу. Следствие, то самое украинское следствие, установило: организатором всей этой российской операции был Ярослав Левинец. Он нанял киллера, с
Снял квартиру, купил машину, привлек водителя, а за несколько дней до убийства его даже задержали с 2 пистолетами на вокзале. Откуда? Да привез из АТО для самозащиты. Отпустили. А после убийства объявили в розыск. И с тех пор он там в этом розыске и числится. И уже почти 9 лет. Паршов мертв. Водитель получил срок, но через пару лет вышел. А Левенец, он просто исчез. А потом внезапно появился уже майором, командиром батальона, потом целой бригады, ордена получает, интервью дает, войну комментирует. И все это, будучи официально разыскиваемым по делу об организации убийства в центре столицы. Западная пресса, которая в 2017-м так громко кричала про почерк Кремля, сегодня молчит. Тишина. Как будто ничего и не было. Эти прекрасные, независимые издания почему-то не пишут заголовки вроде «Разыскиваемый организатор убийства Вороненкова командует штурмовой бригадой и получает награды от Зеленского». Странно, правда? Может, просто не заметили? Ну что ж, бывает. И ведь это ж не единичный случай. Помните Шеремета? Тоже российские спецслужбы. Потом дело как-то рассосалось. Фигурантов отпустили. Классика. А теперь, друзья, как говорится, вишенка на торте. Давайте добавим еще один слой. Раз уж мы говорим о людях с такой интересной биографией, которые официально числятся в розыске за организацию заказного убийства, но при этом спокойно командуют бригадами и получают ордена из рук президента. Не возникает ли у вас, друзья, крамольная мысль? А не является ли наш бот организатором еще одного громкого убийства Ирины Фарион? Вспомните июль 2024. Улица Масарика, выстрел в голову. Фарион, та самая бескомпромиссная националистка, профессор, бывший депутат от Свободы, женщина, которая годами жестко и публично критиковала все, что ей казалось недостаточно украинским. Ее убили. И что мы услышали в первые дни? Снова тот же привычный хор. Российский след, спецслужбы, провокация, рука Кремля. Классика жанра. Все как по нотам 2017 года. Потом задержали 18-летнего парня из Днепра, Вячеслава Зинченко. Молодой, из Днепра. А наш бот, напомню, тоже
родом из Днепропетровщины, из Желтых вод. Парень якобы сам все спланировал. Сам приехал, сам выстрелил, оружие куда-то делось, мотивы, то ли национальная нетерпимость, то ли личная неприязнь, то ли влияние каких-то неонацистских чатов. Российские неонацисты даже ответственность на себя взяли очень удобно, кстати. А дальше тишина. Дело идет своим чередом, но вопросы остаются. И вот тут особенно пикантная деталь. Как известно, у Ирины Фарион был прямой, публичный конфликт именно с 3-й отдельной штурмовой бригадой. В ноябре 2023 года она в эфире заявила, что не может называть украинцами бойцов Азова и 3-й ОШБР, потому что среди них много тех, кто говорит по-русски. Сказала жестко в своем фирменном стиле. И получила жесткий ответ. Заместитель командира 3-й штурмовой Максим Жорин и другие представители бригады ответили ей в крайне резкой форме. Скандал разгорелся мгновенно. Через несколько дней Фарион уволили из Львовской политехники за аморальный проступок. Потом она через суд добилась восстановления. В мае 2024 ее вернули на должность. Но уже в июле 2024 ее убили. То есть конфликт с 3-й штурмовой, увольнение, восстановление через суд и убийство. А командиром этой самой 3-й штурмовой бригады сейчас является человек, который почти 9 лет числится в розыске за организацию другого политического убийства. Красиво складывается, правда? Конечно, никаких официальных доказательств связи бота с убийством Фарион нет. Следствие его имя не называло. Но, простите, когда у тебя в системе человек, который уже один раз организовал громкое политическое убийство по версии того же следствия, находится в розыске, но при этом получает ордена и командует именно той бригадой, с которой у жертвы был громкий публичный конфликт, разве не логично хотя бы задать вопрос: а вдруг его таланты использовали еще раз? А вдруг система, которая закрывает глаза на розыск по одному делу, спокойно закрывает глаза и на другие? Потому что паттерн-то один и тот же. Сначала громкое убийство, потом это Кремль, потом находятся украинские исполнители с ультраправым бэкграундом, потом кто-то из организаторов либо исчезает, либо всплывает уже в погонах и с наградами, а западная пресса снова делает вид, что ничего особенного не произошло. Так вот, друзья, пока нам рассказывают, сколько людей убил Кремль, полезно иногда смотреть, кто именно
эти убийства организовывал по версии самого же украинского следствия. И где эти люди сейчас? Кто-то в розыске уже почти 9 лет и параллельно командует бригадой, жмет руку президенту и получает ордена. А по поводу Фарион, версия. Конечно, только версия. Но в стране, где разыскиваемый организатор одного политического убийства спокойно руководит штурмовой бригадой, с которой у следующей жертвы был открытый конфликт, любые версии уже не кажутся совсем безумными. Красивая страна, красивая система. Подписывайтесь, если вам еще интересно, кто кого на самом деле ликвидировал. С вами был юрист Валерий Табаков. Пока.